Здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 27 февраля, извините за поздний репортаж, но так получилось, 3 почти бессонные ночи, они взяли свое, и хоть сегодня немножко выспался. Итак, первый материал сегодня будет посвящен не обзору событий на линии фронта, там очень интересные события произошли. В первую очередь хочу сообщить о том, что российские войска уже в центре Харькова, правда город еще не до конца не зачищен, но уже нет никаких сомнений, что сегодня он должен быть зачищен от засевших и прикрывающихся мирным населением частей ВСУ. Первый мой материал будет посвящен городу Ахтырка, где, судя по всему, местная тероборона, и у меня теперь есть все доказательства это утверждать, спровоцировала гибель мирных населений, даже не просто спровоцировала, она по сути все это и организовала. Вчера я сделал материал по Сумам, потому что мне позвонили мои родные и сказали, ну что ж такое, как могли русские войска обстрелять город, просто ни за что, ни про что. И я в результате своего расследования показал, что это сделали, скорее всего, доказательств прямых у меня нет, но косвенные все доказательства указывают на то, что это все организовала местная тероборона. И сразу после этого я начал копать по Ахтырке. И знаете, буквально сразу же я напоролся на очень интересное интервью. Это интервью было дано господином Шором, местным националистом невменяшком, который воевал на Донбассе в 2014 году, громадскому телевидению. Итак, что сказал господин Шор? Добрый вечер. Ну, сейчас немножко тише, небольшое затишье. Недавно миномет работал, но более-менее относительно спокойно. Скажите, Причем перед пусками запустили квадрокоптер, они смотрели, они видели, куда они стреляют. Они накрыли жилой район, они накрыли улицу Киевскую, они накрыли микрорайон Дачный. Они накрыли детский садик 1, слава богу, в нем никого не было. Накрыли 2, в убежище сидели дети, сидели взрослые, вышли подышать. Есть погибшие, 2 детей тяжелых очень. Обратите внимание, ровно тот же бессмысленный почерк. Обстреливаются те районы, которые не имеют никакого военного стратегического значения. Детский садик, а какая-то окраина абсолютно никому не нужная. Но самое важное, что прозвучало, минометный обстрел, а еще квадрокоптер. Все это координировалось с квадрокоптера. Еще раз прошу обратить внимание, очень внимательно на те слова, которые сказал Шор. Люди зашли в убежище, а потом вышли подышать, и сразу был удар. И здесь я хочу дополнить господина Шора тем, что мне удалось выяснить у тех людей, которые были в этом убежище. Они сказали, что перед этим, ни с того ни с сего, местная тероборона объявила, что будет обстрел, и загоняла, буквально загоняла людей вот в эти вот самые убежища. Ну и естественно все побежали. Посидели, говорит, полчаса, никаких обстрелов нет. Только вышли подышать, и тут удар из минометов. Ну хорошо, мои оппоненты и по Сумам они то же самое сказали. Ну с минометов русские обстреляли. Да, все было бы красиво, логично, можно было даже принять эту версию за правдивую, если бы не одно но. Вы увидели ту фотографию, которая мелькнула в репортаже Громадского. Вот эта вот фотография, она появилась сразу же, буквально считанные минуты, как говорят, там 10-15 минут, она уже разлеталась по всем пабликам. По всем украинским пабликам разлетелась эта фотография. Снята она могла быть только с того квадрокоптера, который координировал огонь. Если бы это был русский квадрокоптер, у меня вопрос, как она так быстро появилась в пабликах? Ответ здесь может быть только один. Квадрокоптер быстро посадили, фотографию слили и загрузили в сеть. И сделали это те люди, которые координировали огонь. А в сетях она появилась в проукраинских. Как говорится, картина маслом. Каких вам еще требуется доказательств? Все это организовала Ахтырская тероборона. Готовя свою провокацию, она сначала согнала людей в бомбоубежище. Весь этот процесс она наблюдала с квадрокоптера. И как только люди вышли подышать, мгновенно был нанесен, как сказал националист Шор, минометный удар. Ровно та же схема провокации, только уже с жертвами в Ахтырке. И я почему-то абсолютно уверен, что если мы внимательно начнем разбирать все эти провокации, которые сегодня делаются в разных украинских городах, мы наткнемся на одну и ту же схему. Потому что местные националисты, которые устроили раньше, 7 лет назад, бойню на Донбассе по той же самой схеме, теперь делают ровно то же самое в украинских городах. Поймите вы, мои уважаемые земляки, они вас не защищают. Они вами прикрываются. И вы для этих вот упырей, что в Сумах, что в Ахтырке, живой щит. А еще очень хороший информационный материал для того, чтобы показать это все в западных СМИ. Ну и, соответственно, используя такие провокации, они настраивают на вас против российской армии. Я понимаю, что для жителей и Сум, и Ахтырки сегодня эмоций много, и они могут мне не поверить. Я вас понимаю, не верьте. Ну посмотрите, пройдет еще время, вы остынете, начнете задумываться, говорить друг с другом и поймете, что вас использовали вот эти вот упыри, которые называются вашей обороной. А на самом деле они просто трусливо прикрываются за вашими спинами, понимая, что иначе их ждет справедливое возмездие за все те преступления, которые они теперь совершили не только на Донбассе, но и уже в своих якобы родных городах.
Вот это то, что я хотел вам сказать в данном материале. Следующий материал будет традиционный обзор ситуации на фронтах Украины. Дождитесь его, он будет очень и очень интересным. До свидания.